Здравствуйте, меня зовут Николай Книжников, я руководитель музея волейбола, который расположен в городе Нижневартовске. Это своеобразная коллекция, состоящая из всевозможных экспонатов. И значки, и марки, медали, кубки, брелоки, авторучки, книги, и талисманы, игрушки. Очень много всяких экспонатов. На сегодняшний день музей насчитывает свыше 10 тысяч выставочных экземпляров. Конечно же, увлечение собирательством, коллекционированием началось с самого юного возраста. Мы с братом, у меня есть брат, мы с ним двойняшки, занимались волейболом, собирали значки, собирали интересные какие-то артефакты, посвященные волейболу. Помогали нам в этом, безусловно, родители, что-то мы приобретали. И со временем это увлечение вылилось в такой музей, в такой выставочный экспонат. Мы понимаем прекрасно роль этого музея в развитии непосредственного волейбола. Конечно же, это досуговый элемент волейбола, конечно, это же такой вспомогательный элемент, когда зрители, специалисты могут прийти в перерывах между партиями или до матча, после матча, познакомиться с историей нашего вида спорта. Вместе с тем музей, он несет и образовательно-просветительскую функцию, и по большому счету может выступать как самостоятельный какой-то элемент по изучению и сохранению исторической памяти, увековечиванию достижений наших знаменитых спортсменов, как отечественных, так и зарубежных. Поэтому, по большому счету, этот музей, он многогранен, сколько у мечей граней, столько и у музея тоже своих достоинств. Основную часть музея составляют значки, это коллекционирование значков, изучает наука, фалеристика. Есть много знаков у нас и довоенных, и знаков, которые посвящены официальным соревнованиям, чемпионатам мира, Олимпийским играм, чемпионатам Европы. Есть достаточно эксклюзивные материалы, которые выполнены из драгоценных металлов, но ценность значков не заключается именно в составе металла, из которого он изготовлен. Ценность заключается в том, что знаки эти редкие, знаки эти необычные. Поэтому у нас, допустим, если мы можем говорить о знаках, есть значок, посвящен пиону города Ленинграда 1942 года. Поэтому знак именной товарищу Шишкину, с обратной стороны на реверсе написано. Это достаточно редкие знаки. В нашей стране, в Советском Союзе, дважды проводился чемпионат среди мужчин по волейболу в 1952 и 1962 году. Здесь знак находится, знак как раз наградной с чемпионата мира 1962 года. Рядом находится знак как раз 1952 года, еще написано «Первенство мира». Надо не забывать, что кроме мужского волейбола у нас есть еще, безусловно, женский волейбол. И однажды в 1978 году проводился чемпионат мира по волейболу в нашей стране в 1978 году. Это был своеобразный смотр готовности спортивных сооружений к Олимпиаде 80-го года. Кроме всего прочего, у нас в коллекции немало старых мечей старого образца. Сегодня мы их привезли всего лишь несколько штук. У нас, допустим, первый мяч, которым играли в пляжный волейбол. У нас здесь есть очень интересная фотография. Эта фотография, сборная Советского Союза по волейболу находилась на сборах в городе Цкалтуба. И на тренировке, которая проходила на улице, на открытых площадках, спортсмены заметили на трибунах первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. И послали, безусловно, капитана Юрия Борисовича Чеснокова, игрока номер 1, к первому космонавту взять автограф. Юрий Алексеевич в ответ на обращение к автографу сказал, что если вы разрешите сфотографироваться с вами, то тогда я автограф вам дам. То есть абсолютно простой человек, он сам поигрывал в волейбол, сам был неравнодушен к этому виду спорта. И такая фотография, она по-своему характеризует, может быть, иллюстрирует наш вид спорта, который был интересен не только самим спортсменам, но еще даже космонавтам, в том числе и первым.
Безусловно, нельзя пройти мимо подвига, который совершили наши спортсмены в Лондоне в 2012 году. Была завоевана в очень драматичном поединке золотая медаль мужской сборной команды. Вот, в нашей коллекции находится реплика, то есть точная, абсолютно точная копия этой награды, потому что оригинал очень сложно достать, и претендовать на него тоже непросто. Наверное, может быть, даже и не нужно. Эти медали должны храниться именно у авторов этой победы. В 2019 году состоялся Кубок мира, и был выпущен интересный сет волейбольных знаков. У нас талисман этих соревнований Кубка мира, такой мячик с такими красивыми большими глазами. Его называют Бабо Джан. Вот, и здесь этот мяч облачен в одежду и с элементами всех тех государств и стран, которые принимали участие. Безусловно, мы гордимся филателистической частью нашей экспозиции. В свое время марки, посвященные волейболу, мы участвовали во всероссийских и международных выставках филателистических. У нас есть медали, которые подтверждают именно ценность этих филателистических экспозиций. Очень непросто было жюри убедить в том, что и волейбол также может быть достойно представлен. У нас вот здесь есть интересный диплом, личный диплом Юрию Борисовичу Чеснокову. Это знаменитый наш тренер, игрок, человек, который получил, к слову сказать, самую первую золотую волейбольную олимпийскую медаль. В качестве сувениров, и опять же, если мы говорим об олимпийских видах и об олимпийском волейболе, у нас очень много знаков, посвященных Олимпиаде. Вот здесь мы видим планшет с Олимпиады 80, полностью посвященный Московской Олимпиаде. Рядом стоят значки, которые выпускались в 1996 году в Атланте. Вот. Ниже знаки, которые выпускались в Сиднее вот, в 2000 году. Фигурка слона, который держит в хоботе мяч, и на боку у него знаменитый автограф Александра Савина. В сборной, когда он уже стал зрелый, у него было такой никнейм или там кличка, как там говорят, слон. И вот коллекционеры так обыграли именно вот его имя, выпустили такого слоненка, сделали его автограф. Вот. И сегодня это именной талисман Александра Борисовича Савина. Сегодня мы ведем переговоры с Всероссийской Федерацией волейбола о необходимости посещения музея волейбола в дни проведения чемпионата мира в 2022 году в городах, которые будут принимать игры. Я думаю, что если получится, и мы сможем показать все наши экспонаты зрителям, участникам этого крупного спортивного форума, каким является чемпионат мира, то он, безусловно, украсит вот такую досуговую часть этого чемпионата. Поэтому я надеюсь, что мы увидимся и не раз еще в спортивных игровых сооружениях различных городов. Вот, буду рад ответить на любые вопросы и приглашаю вас, кроме матчей, для просмотра музея волейбола.